Друзья, это видео начинается про Иран прямо в самолете на рейсе в Иран. Сразу же ломаем первый стереотип, что в Иране старые самолеты. Классное новое сиденье. И вот такой обед нам дают. Сейчас мы посмотрим, что там. Рис. У нас перекус таксисточек. Так, дегустация. Что сказал еще раз? Дегустейшн. Смотри, Мы в аэропорту в Тегеране. Только что приземлились. Прилетели прямым рейсом с Грозного. И здесь очень-очень жарко. В Тегеране довольно современный аэропорт. Я, если честно, не ожидал, что здесь будет так современно, потому что, выйдя из самолета, все выглядит немножко устаревше. Мы прилетели большой группой из Грозного, чтобы разрушить стереотипы об Иране, показать, что здесь классно на самом деле, несмотря на все новости, которые со всех сторон сыпятся. Да, Заур? Наша главная цель какая? отдохнуть. Нет, разрушить стереотипы. Да, конечно. Большой город Тегеран, 17 миллионов населения, и в час пик бывают огромные пробки. Сейчас, когда ехали с аэропорта, я заметил такую интересную вещь, что из 10 5 машин Peugeot. Вот даже сейчас я стою, раз, проезжает мимо машины, 2, 3, 4 Peugeot проехало просто буквально за 10 секунд. Надо узнать, почему так. Portava, ambe. Стаканчик welcome juice. В этом туре у нас будет несколько разных отелей в разных городах, и сейчас хочу вам показать наш первый отель. Вот такой вид из окна на Тегеран. Никогда не угадаете, вот это лежало вот здесь на тумбочке. Я же еще не видел, никогда не угадаете, что здесь внутри. Это коробочка для пульта. Нормально. У нас до ужина еще несколько часов, мы решили растрепать мини-бар. Что у нас? Давайте сделаем обзор мини-бара. Фисташки, миндаль, еще какие-то орехи, микс орехов, местный напиток. Это груша, походу, да, не лимон. Вот есть еще кока-кола. Но она у нас в Грозном тоже такая продается, иранская. А знаете, сколько я времени потратил, чтобы найти этот отель? Минут 5. В сервисе Яндекс Путешествий все просто. Вбиваешь город своей следующей поездки, даты и выбираешь подходящий тебе отель. Здесь не только отели, кстати, все подряд. И авиабилеты, и поезда, и автобусы. Пользуйтесь сервисом и получайте кэшбэк до 20%. Ссылку и промокод на скидку оставил в описании. Мы пока гуляем по Тегерану, я заметил такую интересную особенность этого города. Пытался понять, что мне это напоминает, и я пришел к такому выводу, что это смесь Стамбула с Махачкалой. Что-то супер старое встречается с какими-то новыми зданиями, и это так сильно бросается в глаза. Сейчас будет то, чего мы все так долго ждали. Мы пришли в арабский ресторан, и сегодня будет первый прием пищи в Иране, в Тегеране. Сейчас принесли вначале вот этот чай со специями, и к чаю дают вот такую штучку, называется набат. Сахар с шафраном. Шафран — это самая дорогая специя в мире, и здесь ее добавляют практически во все блюда. По сути, это вот такая сахарная конфета. Подсластим немного наш чай с шафрановым сахаром. Пробуем. Честно скажу, это обычный черный чай с сахаром, но выглядело многообещающе. Сейчас попробуем. Средненько. Как вы думаете, что на ужине в качестве основного блюда? С одного раза угадайте. Кебаб.
Попробуем арабский кебаб. Вкусно, но не на 100%. В России намного вкуснее делают. Перед этой поездкой, когда я говорил своим знакомым и родственникам, что собираюсь сюда приехать, столько новостей мне присылали о возможных проблемах, которые могут произойти в целом в этой стране, не только у меня. Лживые СМИ раздувают то, чего нет на самом деле. Вот сейчас мы вышли прогуляться вечером. Посмотрите, как здесь все спокойно, современно. Люди гуляют, радуются, улыбаются. Друзья, сейчас вы увидите, как быстро подняться в Иране. Для этого нам понадобится вот такая бумажка с Бенджамином Франклином. И вот такие люди, которых нам вызвали в отель. Местные обнальщики. Сейчас мы поменяем $100 на иранские реалы и посмотрим, сколько миллионов получится. Это $100? Да, это $100. Вот такая котлета получилась со $100. Мы сейчас идем ее тратить. Мы сейчас с вами посетим самую главную достопримечательность Тегерана. Это дворец Голестан. Мы сейчас находимся в приемном зале. Здесь шах принимал своих гостей и устраивал званые приемы. Это тот самый шах, его зовут Насреддин. Он одним из первых начал путешествовать по Европе. Поэтому вы видите, что здесь в этих залах во всех очень много разных стилей намешано. Он оттуда это все привозил, всю вот эту насмотренность, и пытались они вот здесь как-то это все воссоздать вперемешку с персидским стилем. Понятие роскоши здесь, конечно, вышло на другой уровень. Кругом зеркала. Когда дизайнеру сказали, сделай мне самый пафосный коридор, он воспринял это буквально. Короче, $1 стоит один Red Bull. Да. 500 тысяч до Одесса, короче, получается. 1 500 000. Да, он нам дал вот столько денег. Вообще непонятно, что это. Пока непонятно. За 2 Red Bull я дал 2 ляма. 500 тысяч? Да, где-то так. Мы сейчас находимся где-то в центре Тегерана. Если зайти в интернет куда-то, в новостные паблики, здесь непонятно, что творится. Опасно. Люди живут свою обычную жизнь. Куда-то едут, идут, что-то продают, покупают. Поэтому всегда, когда видите какую-то новость, очень критически к ней относитесь. У нас сейчас новый обед в новом ресторане. Угадайте, что нам подают? Кебаб. 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 В этом графине что-то интересное. Айран со специями. Здесь намного вкуснее, да, чем первый. Тут прям сочный такой кебабчик.
путешествиях важно всегда быть на связи и не разориться на роуминге. Я давно пользуюсь Dream SIM. Это сим-карта, которая работает почти в любой стране мира. Подключается за пару минут на сайте. Обязательно делайте первое подключение на сайте. Дальше можете пользоваться удобным приложением. Не нужно бегать и искать сим-карту в месте, куда вы прилетели. И самое главное, можно оплачивать любой российской картой. Dream SIM — это настоящий must-have для путешествий. Ссылку оставил в описании. Вышел себе такой из своего дворца, оглянулся на площадь, пожарился на солнце. Подогнать верблюда! Мы 3 часа ехали из Кермана на автобусе в этот оазис в пустыне. Здесь какой-то огромный глэмпинг палаточный. Сейчас отсюда мы отправимся в сафари на джипах. Вот на этих джипах мы сейчас отправимся в пустыню. Салам алейкум. Who is fastest here? What? Who is fastest here? The first one. First car? I going with you, okay? Okay. Выехали бы мы на полчаса раньше, успели бы застать классный закат. А так времени мало, покатались совсем чуть-чуть. Где-то в иранской пустыне ем холодный арбуз. Бедуины бы мне позавидовали. Сейчас мы будем петь песню вместе с исполнителями. Последний трек. Репетируем. Бала-бала-бала. Ярбала! О бала-бала-бала. Ярбала! О бала-бала-бала. Ярбала! و دلبر نرو بالا Yarbaala! وای میفتی زوبالا Yarbaala! وای بوات بیچاره میشه Yarbaala! وای نه تاباره Новый город и новые достопримечательности. Сегодня мы в Ширазе и приехали смотреть розовую мечеть. А называется она розовая, потому что здесь все в розовых. Официальное название этой мечети – Насир Ал-Мойк. Она известна как розовая мечеть из-за потрясающих витражей, создающих волшебные световые узоры внутри. Особенно красиво здесь по утрам, когда солнце проходит через цветные стекла и наполняет зал яркими красками. Это одно из самых фотогеничных мест в мире. Все эти люди, которые сейчас здесь находятся, в том числе и мы, приехали сюда, чтобы сделать те самые заветные фотографии. Беш, ты знаешь, что самое интересное?
за 5 дней, что мы находимся тут, мы не встретили ни одного туриста. И это печально. Да, не знаю. Ну, Просто это хочется, странно. чтобы сюда приезжала. Конечно, это, блин, Классно тут же здесь. очень много стереотипов, как и у нас в республике было. И прикинь, я впервые в жизни сам пришел и сломал стереотип. То есть Еще одна интересная локация в Ширазе – сад Нуруджистан. Такое название он получил из-за деревьев, которые здесь растут. Вот это все апельсиновые деревья. Специальный сорт апельсинов, он называется наредж. Астан в переводе вообще с тюркских языков – место, где чего-то много. И вот получается Нареджистан. Сад вот этих вот деревьев. Не, я, короче, смотрю на себя, думаю, я похож, знаешь, на кого? Мистер Кредо, помнишь? Долина чудная, долина. А песня вот эта есть, знаешь, идет караван из Ирана. А, да, Вот да, что за да. песня? Вот он у меня в голове играет, но не могу вспомнить, что за песня. Я тоже. Мне кажется, вот так, если забить, найдем. Идет караван из Ирана, И везет. и много везет. Не-не-не. Запикаем. В каждом доме уважаемого богатого человека должна была быть такая комната. Она называется шах-ниши. Комната, где сидит шах. Если приходят гости, они как бы принимают в этой комнате гостей. И она должна была максимально дорого выглядеть. И бедные люди тоже стремились в своем доме делать такие комнаты. Чай. Чай чебрец. О, Чай чебрец. спасибо. Печенье. А вы откуда русский знаете? Я сам изучал русский язык. Да, зачем? Я люблю русский язык. А, ничего себе. А как вас зовут? Как вас зовут? Имя Меня зовут Хасан. Хасан? Да, да. Очень приятно, меня Бешта. 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 Вы знаете Чечня? Муслим? Муслим. Чечен. Чечен. Знаете, да, чечен? Знаете чечен? Да, чечен, да. Спасибо за чай. Пожалуйста. Если есть в мире место, где зеркало встроено наибольшее количество раз в здание, то это однозначно Шираз. Посмотрите, какая тут есть мечеть. Ничего не поделаешь, любят эти иранцы, все блестящее. Мечеть в Ширазе, которая полностью внутри сделана зеркальной. И тут просто, я не знаю, эта камера передаст или нет, как тут все переливается. Ты как будто упал в мешок со стразами и его подсветили. Эй, салам алейкум! Я сейчас где-то в иранской пустыне, и позади меня гробница Накши-Рустам. Накши-Рустам – это одно из самых впечатляющих археологических мест в Иране. История здесь буквально давит, ведь ты находишься перед усыпальницами величайших царей Персии, которые управляли огромной империей. Империей, которая когда-то пала, но в этих скалах осталась их история. У нас почти каждый день новая гостиница, и особо я не тратил время на то, чтобы показать вам это, но вот эту не показать не могу. Просто посмотрите. В такой гостинице я еще не ночевал, точно. Просто царская гостиница. Царь во дворца. Это что за роскошь? Это что за красота? Я остаюсь! Я буду здесь жить! Не отходя далеко от кассы, быстро сделаем обзор мини-бара. Вот так он выглядит. Самое первое, что бросается в глаза, это шафран. Очень необычно. Смотрите, вот такой маленький тюбик, и в нем шафран. Вот аж какая-то баночка.
что-то интересное. Rock Candy. Тоже что-то с шафраном. Вот сафрон написано, видите? Кардамоновые какие-то конфетки. Шафран Дамаск. Розовые. Блин, слушай, мы обязательно должны с тобой это все попробовать. Фисташки с шафраном. И еще какие-то орехи. Так, ладно, остальное тут такое стандартное. Этот отель не перестает нас удивлять. Перед входом есть вот такой пульт управления. Мы нажимаем вот здесь play. И у нас в ванной собственный симфонический оркестр. Слышно? Смотри, next song. Так успокаивает. Самое то, чтобы отдохнуть и релакснуть после трудного дня. Сейчас я нахожусь в самом центре Исфахана. Это площадь Накши-Джахан. Одна из самых больших площадей в мире. Посмотрите, просто она ошеломляет своим великолепием. Просто удивительно, сколько исторических разных событий видело это место. Сколько парадов, сколько праздников. Эта площадь была самая большая, а сейчас вторая считается. Накши-Джахан называется. Накш – это как изображение мира. В каком смысле? Люди, приезжие, из-за всех красоты, которые вокруг есть, и боль того времени, люди, которые пришли, назвали это место как будто я здесь, а весь мир посмотрела. Разнообразие архитектуры, все красоты, народ, разнообразие это магазины, ручной работы, этот магазин, который мы сейчас видим, 400 лет назад построили. А то, что еще интересно про это, то, что в этом площади Шах Аббас старался, чтобы все три элемента мусульманское общество того времени были рядом друг с другом. Мечеть, конечно, самое главное, это религия, знак религии. Дворец – это знак государства, и торговля, конечно, базар, который все вокруг был. Сам Шах Аббас, говорит, очень любил искусство, все это вы видите. Это здесь не рисунки, все это тонко сделали на гипсе, потом нарисовали. Сейчас мы находимся на этой же площади и зашли в мечеть имама. Или как ее еще называют, мечеть Шаха или мечеть Джамех Аббаси. В исламской архитектуре эта мечеть приравнивается к шедеврам. И это одна из главных достопримечательностей в Иране. Главной особенностью этой мечети является ее вот этот вот необычный акустический эффект. Можно любую вещь прошептать, например, поставь лайк. Не получится? Чуть-чуть. Лайк. Лучше в ту сторону поворачиваться. Лайк. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Как будто реально отражается звук, если вот в центр под куполом встать, только тогда этот эффект получается прям до мурашек. Давай, скажи шепотом. Сколько ты зарабатываешь? Я зарабатываю. В иранских реалах сколько? Во многих магазинах и заведениях есть на входе вот такой знак. Девушка должна заходить обязательно с покрытой головой. Вот такой знак. Исфахан, конечно, совсем по-другому выглядит. Здесь совершенно другая атмосфера, чем в других иранских городах. Сейчас мы, например, зашли в магазин, где продаются персидские ковры. Прямо сейчас в этом магазине эта женщина делает новый ковер. No, ici. Nous avons les deux. So everybody. Отмечают, что у нас кочевники не цыгане. У нас кочевники очень старый народ, который сохранили свой образ жизни.
сейчас очень известные, например, как кашкайцы. Вот этот ковер стоит, это самый дорогой ковер в этой арт-галерее, он стоит 165 тысяч долларов. Интересный факт, что половина прибыли от стоимости этого ковра уйдет этому мастеру. Вот столько она заработает за 2 года своей работы. Каждая провинция, которая изображена на этой карте, поставляет определенный вид шерсти или шелка, из которых, собственно, и делают эти ковры. Это дворец 40 колонн. По сути, это президентская резиденция, точнее резиденция Шаха. И как и, я думаю, что в любой такой властной системе, когда приходит новый правитель, он пытается уничтожить все то наследие, которое оставил предыдущий шах. Здесь было точно так же. Стены этого дворца постоянно то перекрашивались, то замазывались, чтобы убрать следы предыдущего правления. Интересный факт про это место. Почему оно называется дворец 40 колонн? Ведь здесь всего 20 колонн. Потому что вот в этом прямоугольном бассейне, который прямо перед этим дворцом находится, при определенном угле солнечного света оттуда отражаются все эти колонны и получается X2. Залы этого дворца украшены фресками с изображениями событий, которые происходили в те времена. И можно немножко даже проследить вот эту цепочку и увидеть европейское и индийское влияние на Персию. Друзья, вот и закончилось наше путешествие по Ирану. Надеюсь, оно вам было интересно. Реальность превзошла ожидания. Я не думал, что в Иране настолько круто. Надеюсь, в будущем у меня получится вернуться сюда своим ходом и более глубже погрузиться в жизнь иранцев. В этом туре, к сожалению, на это времени не было. До скорой встречи, Иран!